Привет, друзья, на связи Паук. В этом видео не будет торговли. Я хотел бы рассказать, как можно увидеть, понять, прочитать график. Как его я вообще вижу. Некоторые пишут мне: расскажи, как можно научиться понимать и торговать с помощью объемов. Расскажи про ВСА. Но прежде чем лезть в объемы, нужно для себя решить несколько моментов, о которых я расскажу. На каком инструменте будете торговать? Евро-доллар, другая валютная пара какая-нибудь, криптоиндекс, там, сырье, там, я не знаю. Для чего это нужно? Для того, чтобы изучить характер поведения рынка. Если вы собрались торговать для начала на евро-долларе, вот открыт график, например, евро-доллара. Можете его пролистать для себя там на какое-то время назад и посмотреть на разных таймфреймах, какие закономерности вы можете увидеть. Например, выход флет, выход из флета. Так. Например, вот он, у нас флет. У нас есть выход из флета. Как цена останавливается, как цена подходит к флету, что она делает, пробивает она, не пробивает, отскакивает, подходит, набирает позицию, сразу, если бы сразу она отскочила, она могла бы еще раз потом подойти, например. Так. Сейчас поубираем. Просто понаблюдать за графиком, как он себя ведет, в каких состояниях рынок, как выходит из рынка. Для этого, для чего? Для того, чтобы иметь представление. Не только для того, чтобы вы, например, включили объемы и смотрите по объемам, куда пойдет цена. Сейчас, одну секунду. Так. Смотрите по объемам, куда она пойдет. Вроде есть у нас образовался какой-то объем, накопление. Вот мы видим, что цену нас здесь не пускали. Потом увидели вот этот объем, он выше предыдущего, значит, он у нас вытолкнул цену. У нас цена вышла. Сейчас подойдет к этому объему. Посмотрим, на каком объеме она подойдет для того, чтобы войти в рынок. Ну, если мы не понимаем вот этих вот всей ситуации, в каком состоянии сейчас, в каком состоянии находится рынок. Так. Мы можем для себя увидеть, например, флетовое накопление. Цена пошла вниз, подошла, отскочила. Мы можем уже эти точки входа рассматривать на volume анализис. Для чего это нужно? Нам необходимо понаблюдать за графиком на истории, понаблюдать в реальном времени, понаблюдать, как у нас ходили свечи, как у нас какая сила свечей была, как нас вытолкнули с какого-то диапазона.
как у нас продолжилось движение, как нас остановили. Понаблюдать за хвостами свечей. Понаблюдать, где нас остановили, почему нас остановили. Потому что это уже надо будет подключить объемы, например. И уже с объемами посмотреть, почему нас, где нас остановили. Посмотреть для себя какие-то закономерности. Например, сейчас я сделаю побольше. Так, смотрим. Как мы подошли. На каких объемах мы шли. На каких объемах подошли. На каких остановили нас. На каких нас оттолкнули. Вот. Подошли на таком объеме. На этом объеме нас здесь оттолкнули. Что нам это говорит? Нам это говорит о том, что у нас есть силы. Нет, это... Сейчас, секунду, чуть-чуть. Вот он. На этом объеме мы подошли, а на этом объеме нас уже оттолкнули. О чем это нам говорит? У нас, значит, силы в этой свече больше силы, чем было в нисходящем пин-баре там. Мы можем понаблюдать, какие у нас хвосты, как характер этих хвостов, как он влияет на само движение цены, на развороты цены. У нас толканули на хорошем объеме, и цена у нас благополучно пошла вверх. Просто понаблюдать некоторые моменты, которые вы можете увидеть. В особенности на хвосты, на пин-бары. Как эти пин-бары отрабатывают в связке с объемами, например. Комбинацию свечей, например. Вот опять у нас повторяется комбинация. Подошли мы на меньшем объеме, оттолкнули нас на повышенном объеме. Подошли мы опять на меньшем объеме, толкнули нас на повышенном объеме. Цена у нас пошла вверх. Подошли мы на меньшем объеме, толканули нас на повышенном объеме. Цена пошла вверх. Какие-то для себя увидеть закономерности можно. Какие-то формации. Какие-то формации. К примеру. Мы видим флетовое накопление. С этого флетового накопления мы выходим. Сейчас, секунду. Коряво когда получается. С этого флетового накопления мы так. Не понял. У нас курсор пропал. Сейчас, секунду. Вот так лучше. Так,
с этого накопления, какие нас объемы толкают. Нас объем толканул, но мы не ушли далеко. Подошли, сделали ретест накопления, посмотрели, что у нас. Объемы опять повысились. Объемы повысились. Так, вышли. Объемы повысились. Подошли мы к границе этого накопления. Так, кстати, вот это вот показывает, где у нас были сконцентрированы объемы. Мы видим, что здесь у нас на последних свечах у нас объем был в этом месте. При формировании флета у нас объем был в верхней части флета. В верхней части флета. Он нам может помочь в дальнейшем. Вот мы не дошли. Не дошли даже до этого объема. Хотя этот объем мы уже пробили, съели его, скорее всего. Все, получается, у нас уже в этом месте, скорее всего, не будет объема. Вот она, точка пока у нас показывает. Все. Сейчас что мы можем сделать? Так, посмотреть, например. Так, вот микронакопление. Вот он у нас объем в этом микронакоплении. В этом микронакоплении. Так, мы вышли. Мы вышли на таком объеме. Сейчас мы подходим к этому месту на почти равном, на минимальном объеме. И мы смотрим минимальный объем, но у нас закроется свеча. Если целая свеча закроется, мы сейчас будем пробивать. Будем пробивать. Будем пробивать это накопление. Все, мы его пробили. Вот мы его опять прошили. Мы пошли вниз. Все. Так оно и есть. То есть даже мы можем даже смотреть по этим объемам, как у нас идет цена. Но прежде чем торговать, вы всегда обратите внимание на экономический календарь. У нас через 11 минут у нас куча новостей. Вот куча новостей, и нам надо успеть до этого времени или поторговать, или просто можно отложить торговлю. У нас сейчас может просто быть какой-то коллапс на рынке. Непонятная ситуация. Ну, пока мне все видно. Так. Нас оттолкнули. Оттолкнули на большом объеме. Мы видим хвост свечи. Теперь смотрим, как у нас закрывается вот эта свеча. Как закрывается эта свеча. Если нас не смогут, сил не хватит толкнуть вверх, мы сейчас с большей вероятностью пойдем вниз. Нас вверх не толкнули. С большей вероятностью мы пойдем вниз. Все эти моменты для себя, какие вы увидите. Накопление. Как мы подошли. Куда мы подошли. Подошли мы к нижней части накопления. Значит, идем вверх. Подошли к центральной. Ждем, как мы тут закроемся. Как мы тут закроемся. Выше накопления, ниже накопления. Как мы пройдем. Пройдем мы этот объем. Значит, мы проходим этот объем и идем вверх. Для себя просто определить какие-то моменты, какие вы знаете. Конечно, с меня такой рассказчик.
Так. Так, какие свечи я вам сказал? Уверенные свечи. Если мы идем, грубо, вверх хвостатыми свечами, значит, у нас, скорее всего, скоро закончится движение. И движение закончится. Может остановкой такой быть, может остановкой быть такой. И нам нужно дождаться следующей свечи, которая бы или поглотила эти две свечи. Посмотреть, на каких объемах. Если мы шли на падающих здесь объемах, а здесь у нас нарисовался восходящий, значит, мы и свеча у нас перерисовывает эти две свечи. Значит, мы можем пойти вниз. Если мы и шли, например, так, если мы и шли здесь, так, еще один момент. Если мы и шли здесь у нас меньше объем, а свеча у нас больше, мы все равно пойдем с большей вероятностью пойдем вниз. Вниз, вверх. И это может быть повышающийся объем, может быть понижающийся объем. Он у нас показывает, что у нас ничего, вверху у нас ничего не держит, то есть нету сопротивления. Сопротивления у нас здесь никакого нету. Сопротивление у нас может показать хвост свечи, повышающийся объем. Это у нас может показать, что здесь уже что-то нас уже притормаживает. Так. Ну, примерно поняли, да? Какие-то для себя хотя бы увидеть несколько. Например, увидели какое-то накопление. Увидели, что выход у нас, прошла остановочка. Подошли мы к этому накоплению. Посмотрели на объемчики. Например, здесь. Если уже на то пошло, можете взять Volume Analysis. Такой там. Такой, какой вас больше устраивает. В принципе, одно и то же. Просто у нас здесь уже как вроде каждая свеча, этот график, каждая свеча прорисовывается. Прорисовывает объем в каждой свече. Кому удобно на таком торговать, кому удобно на этом торговать. Здесь можно поставить поиск одинаковых объемов. Например, вы направили на этот объем, у вас показало, что в этом месте вот у вас объем есть. В этой свече, в этом месте. Что мы можем, например, так. А здесь мы сразу видим, в этом кластере у нас накопление идет внизу. Внизу этой свечи. Мы можем увидеть, на каком объеме нас здесь остановили. Вот, мы тут заметили, что у нас есть на этой свече хороший объем, который нас не пустил. Подошли, протестировали, опять не пустил. И опять хочет в эту сторону, все хочет идти. Ну, пока может быть в этой части накопления просто цена накапливается. Мы смотрим. Мы прошли вниз, пошли на маленьком объеме. Вниз сходили, на маленьком объеме мы сходили вниз. Нас опять не пустили в этом месте. В этом месте нас опять не пустили. Так, это у нас под новости готовится, скорее всего. Я так понимаю, сейчас у нас может быть какое-то движение пойти.
какое-то движение пойти в какую-то сторону. Здесь надо уже смотреть. Так. Так. Новости. Через 4 минуты, правильно. Тут у нас готовится какое-то движение. Может новость быть не сильно важная. Но тут оно просто через 3 минуты есть и 3 головы, и 2 головы. Так что тут индекс потребительских цен. Это может быть движение пойти. И еще хотел обратить ваше внимание на движение цен, например, 0 какое-то время, там, например, там 11 часов 0,1 минута, например, там 20, там 31 минута, 21 минута. Так, 0, ну, любое время, и, например, там 51 минута. Именно что в это время происходило у нас на графике. 51 минута. У нас развернулся график. Мы видим. Например, первая минута. Первая минута у нас ничего не произошло. Так, смотрим здесь. Третья. У нас флэт начал накапливаться. Ну, с большей вероятностью в такое время, если вы увидите какой-то выход из какой-то проторговки, у нас в такое время обычно идут выходы. Идут выходы из проторговки. Но это для себя вы каждый можете понаблюдать. Есть такие моменты. Это просто что какие у меня я наблюдения сделал. Так, выходы из флета. Какие хвосты у нас? Минимальные хвосты на конце свечи, на начале свечи. Так. Какая при этом у нас бы происходила коррекция, глубокая или не глубокая. Так. Мы можем по поводу коррекции с вами поговорить. Так. Это что у нас? График не дает. Так, другой сейчас откроем график. Здесь у нас можно тягать. Так. Ну, это минутный график. Ну, лучше смотреть, конечно, если вы торгуете на 15-секундном графике, смотреть 15 секунд. Ну, так как у нас на МТ4 только минутный график, мы смотрим минутный. Ну и грубо смотрим входы на 3-5 минут. Так. Что у нас идет? Подразумеваем под коррекцией. Например, берем мы вот эту волну. Она у нас прошла какой-то временной отрезок. Вот, сколько-то пунктов. У нас есть движение 50% от этого. Грубо. И мы смотрим, как у нас произошла коррекция. Ну, тут такой вариант, конечно, ну, закрылась свеча выше. Тут какой-то у нас импульс был непонятный. Закрылась и свеча выше. Что это нам может сказать? Нам это может сказать, что цена пробьет этот уровень, и мы будем смотреть, она может пройти больше расстояния или меньше расстояния этого. Если она проходит больше расстояния, чем вот эта волна у нас,
была, если она проходит большее расстояние, то у нас примерно мы можем поставить 50%, и у нас примерно мы знаем, что у нас еще будет откат в эти 50%. Если у нас движение цены прошло меньше расстояния, то есть вот так вот мы вышли, с большей вероятностью, что мы зайдем обратно в этот коридор, то есть здесь у нас не будет этого движения вверх. Зайдем в этот коридор, и мы уже будем смотреть, как мы прошли выше или выше этой отметки или ниже этой отметки. Если мы прошли сюда, пришли, переписали, то есть переписали вот этот вот вершину эту, мы зашли вовнутрь, мы можем посмотреть, как у нас на этой волне 50% мы зашли ниже, мы с вероятностью пойти вниз от этого, например, от этого вот уровня. Ну, это у нас по Фибоначчи так у нас можно смотреть хорошо эти движения. То есть, еще раз, вот это движение, прошли мы вверх, сделали мы коррекцию до 50%. У нас есть вариант такой, что мы выйдем с этого накопления. Есть вариант, что мы подойдем к этому накоплению и можем пойти сходить еще вниз. Сходить вниз примерно до сюда. И тогда уже выйти с этого накопления. Вот, с отсюда выйти и пойти вверх. Если мы сразу вышли с этого накопления, у нас есть вариант подход. Если мы переписали, то есть вот это вот расстояние 50%, у нас больше здесь это расстояние где-то процентов 60 получается, ну от этого процентов, вот у нас 50, а мы переписали выше, зашли, мы с вероятностью, что мы можем вообще не подойти к этому уровню, у нас может быть отскок, и здесь может быть отскок по Фибоначчи там 62,5%, не 50%, 62,5%, например. Прошли мы вниз и пошли вверх. Опять смотрим, как мы переписываем вверх. Если мы вверх не переписали, мы отскочили от здесь, значит у нас движение, скорее всего, закончилось. Смотрим, как мы уже будем перепишем мы эту низ. Перепишем. Это у нас можно будет все смотреть на фрактальчиках, например. И примерно на этих фрактальчиках смотреть уже, как мы переписываем мы фрактал нижний. Все, у нас движение продолжится вниз. Переписываем мы верхний фрактал. Только мы выходим, мы можем входить вверх на повышение. Потому что мы, во-первых, мы не дошли до 50% нашего движения. Мы не дошли до этого. Ударились о 62% и пошли вверх. Ну, как-то вы должны просто для себя увидеть эти закономерности. Для чего? Для того, чтобы они у вас отложились в голове. Вот эти вот модели, фрактальные модели, сетапы, вот эти вот. Вы, например, начали торговать по этим самым, вы открыли график, вы смотрите, да. Почему вот у Бывалова он первые сделки заключал чисто от плотности, там какие-то плотности выискивал, там, а когда уже торговал он 35 плюсов в ряд, он уже даже и на плотности на эти, даже не обращал, уже не смотрел, где эти плотности, где находятся там. Так, сейчас где этот? Где он уже даже рукой здесь не водил.
Так, сейчас закрыли. У нас пока стояло, все позбивалось. Он уже... Он просто водил, смотрел. У нас и этот сбилось. Так. Сейчас обновим. Уже просто по гистограмме водил, смотрел. Смотрел, где у нас... Ага, все, я понял, почему у нас сбилось. Так. Ага. У нас новости уже вышли. Это видно из-за новостной. Так, 56. Нет, у нас новости практически не отработали. Почему-то. Почему-то у нас новости сильно не повлияли. Новости у нас не повлияли. Так. Так. Он уже смотрел, просто выискивал в пустотах, например, круглые уровни. Вот у нас 0,826. Круглый уровень у нас. Ну, вот здесь у нас разбег идет 5 пипсов от... неправильно показывают от этих котировок. Тут 0... Сколько у нас? 0,246. А здесь цена у нас идет 251. Ну, 5 пипсов. 5 пипсов. Разница от МТ4. И он уже высматривал, в каких моментах вот этот... Вот у нас произошла коррекция 0,51. Именно до этой пустоты. Вот 0,826. И у нас цену, видите, даванули вниз. Просто он уже смотрел по характеру поведения рынка. Как у нас рынок. Например, у нас тренд идет вниз. Он по свечам уже смотрит. Так. По свечам смотрит. То, что у нас вверх не пускают и давят вниз. Хвосты вверху большие. Вот. Подошла к пустоте. Даже здесь пустота. Так. Вот. Подошла к пустоте цена. И оттолкнули эту цену. Вот. От пустоты. Вот она, эта свеча. И он опять смотрит. Давят у нас. Где у нас? То есть внизу нас. Внизу нас свечу не тормозили. Хвоста нету. Отката нету. Объем хоть он и маленький, но нас ничего не останавливало здесь. Нас никто ничего ничем не остановил. Мы сделали коррекцию и пошли еще раз вниз. Вот. Накопили объем какой-то. Да, вот. В этой свече. В хвосте мы накопили. Нас опять толканули вниз. Он уже просто-напросто. Нас толкают. Вот. Нас толкают и толкают. Но тут у нас уже... Сейчас уже будет какая-то борьба. Какая-то, скорее всего, будет борьба. У нас есть круглые уровни. Так. 0, это не круглый. 0,25. Где-то, скорее всего, где-то здесь у нас будет... Да. Где-то вот здесь вот у нас будет круглый уровень. Ну вот он. 0,895. Это у нас тут получается 0,819. Здесь будет цена. Это можем проверить. Сейчас. Ага. 0,820. Вот, мы ниже не опустились. 0,820. 19, а 20. 0,820. Вот, нас ниже не пустили. Все, теперь он будет... Он смотрел, как уже нас будет вести цена в этом месте.
Вот. Где нас остановили? Да что ты с этим... Так. Вот в этом месте у нас... Что у нас есть? У нас есть небольшой объем. Вот он, небольшой объем. Скорее всего, здесь будет сейчас какое-то накопление. Какое-то накопление, чтобы нас или толкануть вниз, или какой-то сделать разворот. Ну, надо следить, смотреть за поведением цены. Так, коррекцию сказал. Так. Так, коррекция. Что мы можем увидеть? Ну, что нам может подсказать график по поведению цены? Мы увидим, то есть, как я сказал, кто нас не пускает куда, кто нас давит. Вот синяя полоска образовалась, у нас начинаются объемы кидать. Пока она не зафиксируется, не станет пунктирной, мы не узнаем, где у нас большее скопление объемов. Ну, это у нас, в принципе, вот у нас показывает движение цены, вот у нас самый максимальный, то есть максимальный объем накидывается здесь. Так. Вот сейчас, если он будет смещаться, то есть нам даже, может быть, иногда не нужен даже и волюм анализис. Ну, это кому как нравится. Я волюм анализис редко когда очень использую. Мне вот график есть, мне все подсказки. Так. Некоторые смотрят, говорят, что ты, у тебя тут столько всего, непонятно чего. Ну, непонятно. Вот у нас есть индикатор, например, Фибоначчи. Он у нас автоматически выставляется волны, выставляется 50%, 60%. Вот у нас он автоматически натягивается. Вот натягивается он на это место, на волну. И сейчас мы можем увидеть, например, как мы подойдем к 32%. Ну, это вообще смотреть на любом таймфрейме можно. Вот у нас натянулась волна. В этом месте мы уже смотрим, как у нас отрабатывает этот индикатор Фибоначчи. Так. Косые уровни автоматически выстраиваются. Вот видим, уровень выстроился по двум вершинкам, да? Третий раз мы подошли к этой вершине, мы оттолкнулись. Какие-то часовые, 4-часовые уровни выставляются. Видим, сейчас у нас цена хочет пробить или идти вниз, или что ей вообще надо там. Уже мы будем смотреть по поведению. Видим, что в этом месте у нас объемы накопились. Это у нас набирают или позицию набирают уже для выхода с этого состояния накопления. То есть у нас выход или будет вниз, или будет идти вверх. Так. То есть что мы... Блин, все сразу рассказывать, и сразу хотелось бы рассказать за формацию свечей. Ну, наверное, я не знаю, если это вам понравится, вот эта часть, то, что я объяснил, я запишу еще одну часть. Ну 35 минут, 40 минут уже. 40 минут, ну, это сильно много. Что-то умное сказал, не сказал, пишите. Нет, я тогда не буду вообще писать, записывать эти свои рассуждения, свои мысли эти. Просто все сразу, тут кое-что наброски какие-то написал, сделал. Ну, все рассказать, я, в принципе, и половину не рассказал. Ну, что-то я подустал.
если честно. Оно мысли в голове сразу набежали, и то хочется сказать, и это, чтобы не забыть ничего, ну и не ввести вас в заблуждение, как говорится. Если, не знаю, посмотрю, как вы там поставите лайки, дизлайки поставите, все, я тогда не буду записывать. Мне проще будет. А если кому будет интересно, лайки поставите, комментарии напишите. Понравилось, не понравилось, я запишу тогда продолжение в следующую часть. Ну вот так, заходите в группу. Там я сделал группу, еще один канал полезный, там где я собираю все самое интересное, что мне помогло, что ребята поделились со мной. Там, какие видосы, по каким индикаторам, которые мне помогли. Короче, пока на этом я, наверное, закончу. Честно, подустал. Мыслей много, записи еще я не знаю, на 2-3 раза еще, наверное, осталось. Все рассказать сразу не смогу. Ну, всем удачи. Дай Бог, увидимся с вами еще на канале здесь. Посмотрю на вашу реакцию. Всем хорошего дня. Счастливо, до свидания.